Опа! Вторая серия Тини Банни. Игру про новелла, да, ее, наверное, правильно назвать. Про новелла, рассказ и что-то, знаете, такое про детские, наверное, страхи. Вот так вот я бы ее назвал. Не знаю почему, но вот первое, что мне в голову пришло. Очень страшное дерьмо. Прям максимально страшное, потому что вот эти все скримеры и все остальное выглядывает. Страшно, очень страшно. Вот я вот вчера вот испугался. Я бы даже сказал, обкекался немножко, чуть-чуть. С подливочкой так раз, быстренько. Приятного, кто кушает. Итак, ребята, игра Тини Банни. Мы с чатом, они опять говорят, что на данной картинке изображен не мой подписчик. То есть не тот, кто сейчас меня смотрит на канале Vast. Ссылочка, кстати, внизу в описании. Я вам предлагаю все-таки уже поставить все точки над «ё». И вот так, давайте. Вот как только вот эта серия выходит, вот ровно сутки, как она вышла, вот если вы 10к лосей не наберете, все, значит вы вот этот. Вот. Я вас до конца месяца буду дразнить зайцем. Хотя я вас и так дразню. Вот, но если я, то целых 3 дня можете, ладно, меня кролом называть, я даже признаю это. 3 дня, не больше. Не меньше. Так что как-то так. Все. Все. Ладно, все, поехали. Давай немножко поменьше. Давай, 9999. Все, забились. Хорошо, договорились. Все. Ладно, долго болтаем. Ставь палец вверх, подписывайся на канал. И желаю всем приятного просмотра. Еще раз хочу принести свои извинения за свое чтение. Стыдно, срамота, и нельзя так читать. Постараюсь, ребята, справиться. Постараюсь, да, потому что ай-яй-яй. Так, все, поехали. Эть. Итак, наш пацан попал в лес. Какой пацан? Куда попал, говорить не буду. Потому что ты посмотришь первую серию, ссылка внизу в описании. Без спойлеров. Защищают ли они лес? Или наоборот, удерживают нечто внутри? Кстати, кто не заметил, перчатка болтается. Тихо. На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Ну, то есть, пацан увидел, а вот доблестные сотрудники полиции, никто не смог увидеть вязаную варежку, которая вот висит на первом же дереве, сразу напротив дома. Ну, то есть, как говорится, наша полиция нас бережет, кого-то стережет. Да, здравствуйте. Точно. Раненые птицы среди изголодавшихся потемок. Может отнести ее милиционерам. Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улица разбитых фонарей». Ну, все знают, что это такое. Такой же полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? «Вова!» — прокричал наш главный герой. Послышался далекий крик. Кажется, у реки. «Вова!» Да, это максимально приближено. Словно сами деревья звали кого-то. «Вова!» Подхватили уже ближе. Там за деревьями кто-то стоял. Хоронился. Прятался. Так, ну-ка, тихо-то. Вован! А кто где за деревом стоит? Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же. Было что-то страшное в той фигуре. В какой фигуре? В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. А где фигура-то? Я не вижу. В ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Надо вам погромче немножко сделать. Во, вот так. Где-то громко захлопала крыльями птица. Нет, надо потише сделать, я что-то передумал. Я немножко потише сделаю, а то у меня что-то чуть сейчас не закончилось все здесь же на месте. Все хорошо. Прекрасная игра. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся
И когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Мне сейчас чуть не хватило этот. Померещилось. А, это игра света. Долго, очень долго стояла тишина. Мускулы мои были напряжены. Сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шепоток из чащобы, и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на Варежку. Варежка посмотрела на меня. Буря, искра, эмоции. Извините, этого не было. Это уже мое воображение. Убежать, взять, убежать, убежать, очкануть. Нет, взять, на мужика. Я принял решение снять одинокую Варежку с ветки. Я передумал. И прокатился по полю и рассеялся вдали, без эха, без надежды на отклик. Что началось-то? Шагнув к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку, но она не поддавалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула, Варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Боже мой, слишком тяжелая и мокрая! Я невольно сжал ее, и снег тонкой струйкой... Что? Кого? На снег тонкой струйкой полилось что-то темное. Над сугробом заклубился пар. Чего? Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Треск веток вторгся в наступившую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Вот так вот примерно бежал бы мальчик. Кто-то мчался из темноты, ломая осинник, стремительно сокращая расстояние, ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли. Боже мой! Мы все умрем! Сейчас хватит сапы! Утащит чаще навсегда, но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал силу, ускорял бег. Ты сможешь, не останавливайся, не останавливайся. Залез на звериный крик. Ай, блядь! Такой громкий, что уши заложило. Нахер ты за Варежкой пошел? Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопотали два гигантских крыла. Блядь! Огромная тень пронеслась над поляной, что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Джонни, они на деревьях, я не хочу умирать! Из-за сухого малинника, из-за ели, из-под бурелома. Беги, сука! Беги! Словно в дурном сновидении, снежная поляна стала вязкой, как зыбучие пески. Я топтался на одном месте, врывая нос из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружаясь глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег, это пиздец, а не снег. Что-то в сугробе схватило меня за штанину, блядь. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед, давление исчезло, ботинок выскользнул из ямы. Подошва оттолкнулась с твердой поверхности одним прыжком. Блять, сейчас сознание потеряю. Я достиг расчищенной тропинки, оттуда помчался к дому. Заебись, за перчаткой сходили. Его угрюмый фасад уже казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльев теней, от ползущих под снегом существ. Я споткнулся о порог, врезался в дверь, попыхав, не различил на ней царапины. Словно пес был лакмем под дереву, требуя, чтобы его встусили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвин. Боже мой! Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто-то за мной, мне уже было плевать. Что если оно уже во дворе, а мама заперла дверь? Захлебываясь страхом, я дернул ручку, та покорно поддалась. Маму сожрали, блядь!
О боже. Хорошая игра. Детская. Плюс фобия у 34-летнего мужика теперь зимой. Домой только на такси. Нахер снег, нахер лес, нахер все вообще. Я по заброшкам хожу, так страшно не бывает. И я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали. То преследователи поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы. Никак не получилось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я дернул железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Но если бы этот мальчик 12 лет от роду смотрел канал Hardplay и присутствовал на стримах на канале Vast, канал Hardplay, он бы знал, что когда за тобой кто-то бежит, особенно злой и темный и страшный, то при входе в дом не надо запирать защелку, потому что он ее выломает, дурак! Нужно бежать в комнату дедушки или папы. У дедушки или у папы всегда будет висеть на стене ружье. Мой юный любитель варежек в лесу. Поэтому, стиснув зубы, ты бы дернул не железный набалдашник, загоняя запор в проемные планки. Ты бы дернул железный набалдашник крючка на дедовском стареньком, но надежном ружьишке. И после того, как кто-то бы там что-то попытался там поскрести, поцарапать там, конечно, еще что-нибудь, хуяк в дверь! И все. Мораль сей басни такова. Не надо бегать за маленькими мальчиками, у которых дед охотник. Я все сказал. Я таращился в дверь. Продолжаем. За преградой тонкой и жалкой, бесполезнее одеяла, кто-то стоял. Я думаю, что если сейчас зайдет мать, лучше бы за нами хищники бежали. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло пиздюлями, хвоей и потом. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно тебе не ясно в просьбе «не хлопай дверьми»? Мама, у тебя сын седой. 12-то его лет. Я случайно. Я же мать. Я покосился на дверь. Запах исчез. Вместе с ним и дыхание. Если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал, таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Малой, ты не бойся, иди поспи. Туда, на 2-й этаж. Мы сейчас с мамой, как говорится, на кухне урегулируем все проблемы. Можешь даже гулять без шапки. Мама теперь будет доброй. Моя, кстати. Ноги подогнулись, я уперся на стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, как
какой была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои облепленными гроздями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Сейчас еще под хвоста от мамы получит. Я и для тебя пустое место. Вот злых тет никто не любит, а злых толстых тет и подавно. Поэтому, тетя, ищите себе дядей, чтоб вы были добрыми. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней, обычной сукой. Глаза ее блеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Ой, блядь. Так не курите, ёпта. Пропадать не будут, есть причем. Это, наверное, это Оленька, сестричка дура, стащила. Под кроватью там наяривает. Слушай, можешь он это то самое, это курильщикам трудно без плана связаться. А? Семья, ёпта. Может, у них плантация где-нибудь за домом? Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Чего? Это бы многое, конечно, объяснило, но нет. Там за мной кто-то гнался. И я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. У тебя сын заикается, седой весь, в 12 лет. А тебя не смущает это? Хер с ним с сигаретами. У тебя пацан уже как ядерную войну пережил. Прекрати. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. А, у него еще руки же в крови. Ёпта. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно. Ты что, реально до ребенка довести хочешь? Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, а загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь, точь-в-точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как, набравшись смелости, выглянул в кухонное окно, в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимые косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Всего-то мелкая свора дворняк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ты что, бессмертный, что ли? О боже. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Да? Серьезно? Сейчас вот ты серьезно, мать? Они пацана сожрали, перчатка одна осталась. Ты что, с ума сошла? Они гнались за мной, словно за зайцем. За кролом. А вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что если они нападут на Олю? О, а где Оля-то? Мам, Слышь, Оля курить побежала. У тебя дети, один в лесу перчатку окровавленную нашел. И дочка, младшая, еще младше пацана, бегает, курит за дом. Слышь, и отцу ты бошку шатаешь. Ты кто такая-то вообще? Киборг, Рэмбо, чи кто? О боже. Вот бы твой отец их всех перестрелял. мама, они живые. Мама,
А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Собаки, они друзья. А друг человека. Пока за жопу не укусил. Не маленький ведь уже. Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьим тенетами угол. Короче, в пауков. Да, сыщик из меня никудышный. И рисковал я жизнью перед чудовищными монстрами а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняг. И ради чего все? Сдалась мне эта варежка. Ну, конечно. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме. Мам, смотри, это Вовина варежка. Да ну нахер. Мать, ты как это вообще могла не увидеть? Мать, как? Как, блядь? Ты стоишь с ребенком, разговариваешь, у него рука чья-то оторванная в руке. Ты кто такая? Ты чё, мать, совсем чеканутая? Как это нахер можно не заметить? Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. А кровь-то капает, кровь свежая. Кста. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Что нахер прекрати? Да кто ты нахер такая? Ты же мать, ты же должна, блядь, ну немного хотя бы посопереживать мне. Ну сказать, ты не ранен, я не знаю, ну что-нибудь скажи, ну я же, блядь, сын твой. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Какая Оля, она, блядь, плюнула, Оля курит на задворках с друзьями. Сигареты из дома пропали, она стоит, курит в амбаре. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Курить надо меньше. Еще и ты со своими шуточками. Какими нахер шуточками? У меня рукавица кровавая в руке, с нее кровь льется. Женщина, ты конченая. Теперь и я видел, что мокрая варежка была от снега. Я не пойму, у вас вся семья там дует или что? Скажите честно, я просто по адресу сразу специально обученных людей отправим сразу просто всем каналам и все. Я не пойму, тут шиза вообще конкретная, что ли, прогрессирует? Никакой крови. От стыда захотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Локтя можно сразу? Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. О, я же говорю. Я говорил. Вот. Пожалуйста. Вот. Таблеточки надо пить вовремя, а то начинается. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осуду. Тебе все напоминает. Пей таблетки, хорош чудить. Я уже пил сегодня, за завтраком. Попререкайся мне еще. Еще одну засади. Шиза. Сказала дома сидеть, нет же. Был бы отец, выпорол. В смысле, был бы отец. А где отец-то? Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. О. Пришлось проглотить горькое лекарство, запив ее не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это была и не Вовина рукавичка? Может, и не рукавичка вовсе. Как и чудовище из леса. И Олина сова. Я схожу с ума? О, что со мной происходит?
То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие. Зевотное безразличие. Все, плюс овощ. Слюна капает. Все. Пожалуйста. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Я думал, она сейчас скажет еще одну. Вот. Раздевайся. Уснул, что ли? Я Антон, кста. Так. Ну, я, в принципе, стримлю всегда без штанов. Так что, в принципе, я готов. Нет, мам, просто задумался. Меня, кстати, Антон в детстве звали. Интересно, о чем же? О том, как много можно галоперидола в день пить. Так, глупости всякие. Пацана, походу, дел реально шиза. Мама смерила меня подозрительным взглядом. Словно сомневаясь, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? Как тебе сказать? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Слушай, там, походу, дело не в матери дело. Походу, дело реально... Ну... Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус. Найди отличия. Потом поднялся по лестнице. Мне очень нравится ход твоих паршивеньких злобных мыслей. У тебя чё, сестра смотрит? У тебя чё, сестра смотрит, родной? Deutschen Soldaten unter Offizieren. Осуждаю нахер! Ты что, совсем дурной? Блять, семейка дебилов. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Почему, говорит, интересно, сны плохие снятся? Давайте вместе подумаем. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Ачивка, где же ты, Вова? Такое простое действие отняло у меня последние силы. Бэд-трип. Я сел на кровать. И я ни о чем не жалею. И только тут увидел, за шторкой кто-то стоял. Все. Пошло действие таблетки. Моя рука бессильно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались, только силуэт между подоконником и гардиной оставался неподвижным, блять. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно Саван, подумал я. Оля? Оля смотрит фильмы.
Кому же там еще стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Дебил, там окно на улицу, какая Оля? Силуэт не шевелился. Шторка мягко обтекала контуры. Будто не человек, а уплотнение мрака, блядь. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук! Стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле впел. Хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. Попался! Когда ближайший автобус до детдома? Придешь ты ночью, попросишь хлебушка, сова прилетит. Да я сразу понял, что это ты. Да, конечно. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал. Она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. А я знаю, что ты дрожь. Ты дрожь. Да ну, Осуждаю. Что ты спрятал? Вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Руку мальчика, пропавшего. Это я его убил. И теперь и тебя убью, сука. Ты вор? Чего? Сам. Что? Глупая. Ничего я не крал. Всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. В Магадан! Чух-чух-чух. Оля заговорщицки улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. И ее печенкой. Клятвы, услышанные ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, а Оля наклонилась, затаив дыхание. Тихо, блин.
Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Тихо я сказал. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Я его закопал и перчатку унес. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Особенно с шизой. Ему, наверное, там очень холодно. Ну, под землей, да, прохладно. Его найдут? Весной найдут. Все, я... Тихо. Так, ну чат, ну все, прекратите. Как снег сойдет. Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Где ты его закопал? Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. Да? Это Данкину, он скажи. И лес они прочесали. Да как же мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да. Но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже, для меня? Я сменил тему. Словно пытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Когда закопал, конечно, легко найти будет. Кучу всякого, как в поле чудес. Сектор приз на барабане! Автомобиль! О боже. У вас есть право на 3 шкатулки. Клево же. И ваше очко уходит в зрительный зал. Клево. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных, каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если эта сова его утащила? Ау? Ерунда. Не может сова поднять человека. Ты только что с окровавленной перчаткой в руке бежал, псих ненормальный. Но вот что... Крутите барабан! Тихо. Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Как бы сказать... Проклятый, что ли. Как в сказке? Как в сказке. Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я знаю, какую кассету родители прячут. Я видела, как ты убегал. Тихо, чат, ну прекратите. За тобой кто-то гнался? Да. Год педофил, черный властелин. Мужик в кожаном плаще. Мужик из леса байтил на перчатку. Любитель острых ощущений. Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. Да чего же она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер, затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Это многое объясняет. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Ничего на свете лучше нету, чем найти папину кассету. Пусть на ней обложка Винни-Пуха, я-то знаю, что внутри уха. Ну, прекратите, чат! Ну, хватит, ну, тут серьезная, блядь, игра. Тихо! Ухо будешь? Осуждаю. Не придумывай.
Так, все. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. И мама найдет нового мальчика. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились, и мы бы все вместе играли, как раньше. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Выпей, иди еще от таблетки. Опять херню пальчик. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть? Да ты 8 раз уже Аладдина смотришь, ты его наизусть знаешь. Что, я не пойму, тут все эти, что ли? Усталость была сильнее желания побыть с сестрой. Меня одолела какая-то грустная апатия. Вымотался я. Что-то не В хочется. 12 лет апатия. Кого? В 12 лет крапиву палкой херачили. Апатия. Ну пойдем. Нет. Мне скучно одной, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Про Винни-Пуха, блядь. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем, пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Ты конченая, что ли, реально? Вот, ну ты нормальная, нет вообще? Утром расскажешь. Утром не захочу. Да и хер с тобой, с этим Питером Пэном. Придумала. А давай в прятки. Давай, прячься. Считай до 2000, и я тебя найду. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Вероломная маленькая тварь. Да оставь ты меня в покое! А я бы маме стуканул. Слова сами сорвались с губ, я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Все. Конец тебе, мелкий ублюдок. Годливость и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешил опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. А я бы заорал. Я подошел к ней, положил ладонь на мягкие волосы. Пойдем. Питера Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Трипик-цирипопса! Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Блядь. Только Давай. утром свежий привезли, как ты любишь. Боже, я только сейчас понимаю, насколько у меня тоже больная вообще моя взрослая психика. Она рисует совершенно другие картины, вспоминая определенные какие-то жизненные моменты, когда особенно помню, со своей познакомился. Ну ладно, мы не об этом. Мы вообще не об этом, в принципе. Неси, только аккуратнее, а то разольешь.
Я помню, у нас банка с вареной сгущенкой взорвалась. Это пипец, это знаешь, такое ощущение, вот раньше сгущенку банки железные, кто не знает, варили, типа как, ну как нутелла сейчас, или там вот это вот вся карусель. Короче, вот эта банка бахнула. Короче, все стены как в каловой массе были. Очень хорошие детские воспоминания. Я пришел, такой звук. Бах, блядь, как шпингалеты лопнули. Захожу, все стены в каловой массе истекает. Сладенько так. Вкусненько так, хорошо. Да что, ну как бы детство не сильно богатое было. Опять ругаться будут. Хлебом взял немножко со стены. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. О, у меня вот такая тема тоже была такая. Ну да. Швейная машинка вот такая вот. Зингер, по-моему, называлась. У бабули такая была. Ай, ну давай. Старый телевизор «Фотон» пылился в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. You wanna play the game? Телескоп нагрелся, на черном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение вынырнула размытая картинка. Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посредине. С динамика доносилось нечто зловещее, едва похоже на человеческую речь. Не прошло несколько секунд, как пейзаж снова забыл помехами. Неужели новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и то очень редко. Раньше я всегда смотрел Роботек перед школой. Нормальные пацаны всегда смотрели «Черепашек-ниндзя» и «Охотников за привидениями» вообще-то. А еще смотрели это «Утиные истории». Если что, так, ну к слову. Вот же было здорово. Может, пошевелить антенну, вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны, Оля просила найти кассету. Да-да-да, черный плащ! Только свистни, он появится. Черный плащ! Ну-ка, от винта! Шо? Оля просила найти кассету. За пение, кстати, отдельный лайк надо поставить, еще стриптив аккаунт. Я старался. Получилось по-ублюдски, но... Минус, слушай, ну что начинаете? Ну я старался. Главное, от души. Оля просила найти кассету. Неплохо будет опять ее... нехорошо будет опять ее расстраивать. И эта сонливость, сил нет делать все скопом. Господи, просто возьми, блядь, кассету и вставь в этот... Настроить. Блядь, наконец-то изображение стало четче. Слышь, мать, мы точно тот мультик с тобой смотрим? А на кладбище все спокойненько. Не успел я обрадоваться, что поймал новый сигнал, как вдруг телевизор громко закашлял, сквозь какофонию звуков прорвался голос. Видели его часто. Именно тогда. На экране вырисовывались заснеженные холмики, поверх которых плясали кривые кресты, а мужской голос заунывно и неторопливо вел свой рассказ. Стояла беспросветная кладбищенская ночь. В то мрачное время маленькая Сеня встретила свою судьбу в лице чудовищного обитателя дикой чащобы. Ёпта, я лучше 60 минут или Соловьева с Киселевым бы посмотрел, и то не так страшно.
Что там за канал-то? Местные называют его не иначе, как хозяин леса. Я замер, стараясь не шевелиться. Словно своими движениями мог спугнуть диктора. Внимательно вслушивался в каждое слово. Зверь разобрался с беспомощной девочкой по-хозяйски. Блять, я передачу 112 смотрю или «Криминальная Россия», мне не так страшно было. Камера медленно плыла по заляпанному чем-то черным снегу, осматривая разбросанные всюду лохмотья одежды. Мне не хотелось думать, были ли это завернутые останки Сенечки, и я непроизвольно зажмурился. Голос не переставал. Волки здесь редкие гости. Вот что поведала нам баба Тамара, обитательница одного из местных склепов. Какая нахер баба Тамара? Каких склепов? Изувеченное жизнью и алкоголем лицо старой бездомной задребезжало во весь экран. Песня страшенная, хуже мертвеца отрытого. Старуха забрызгала слюной прямоугольник микрофона. Ля! И смердит еще, как немытый. Бля, вы так пацана никогда не вылечите. Он реально... И припомню я такой вони. О боже. Стояла эта тварюга там, где ты, милок, сейчас стоишь, и таращилась на меня прям посередине дня. Здоровенно такая, глаза стеклянные. Говорят, что ежели тебе этот дьявол заприметить, то сунет в мешок к себе и дел с концом. Но меня он не трогает. Ха-ха. Видать, нравлюсь я ему. Вот и забудь меня чертовой невестой. Что правда, то правда. Опустившимися до звериного образа жизни хищник брезгует, предпочитая детскую невинную кровь. Теперь все чаще хозяина леса видят в поселениях на периферии нашей родины. Чувак донатит. Я редко когда смотрю на донат во время прохождения игр, но просто читаю донат, некий невротик донатит. Пишет следующее. Короче, у меня сестру также лег не выпускали долго на улицу. И ей тогда 16 стукнуло, и я проснулся от того, что кто-то мне писюн елозит. Продолжать надо? Ты мне скажи, вот, ты нахера вот это вот пишешь вообще? Ты адекватный человек, нет? О, боже, блин. Раздираемый сомнениями, вымысел это или правда, я почему-то захотел записать остатки репортажа. Быстро схватив лежавшую на телевизоре кассету и даже не посмотрев, что на ней записано, я сунул ее в видик. Включилась запись, накрутил звук и стал внимательно следить за ускользающим сигналом. Хозяином леса его прозвали не просто так. Ему подчиняются все звери, пернатые и лохматые.
Они предвестники появления самого чудовища. Это, короче, заяц. Все, кого он найдет в лесу, он, короче, тарабанит. Опасный лес. Если слышите вой вдалеке, то, скорее всего, он знает, где вы живете. Очень страшно. Если порог дома истоптан звериными следами, а за окном караулят птицы, прячьтесь, он уже идет за вами. А если однажды ночью, проснувшись, вы увидите глаза в окне, то скоро. Найс глаза в окне. Чекай новый смайл на канале. Скоро. Чего скоро-то? Скоро. Что, дурак? Скоро. Бесившийся телевизор закольцевал последнее слово диктора, оно повторялось опять и опять. По спине бежали мурашки. Левой стороны не чувствую, может, меня парализовало, а? Не, вот нормально. О боже. Что инсульт бахнул. Шолох пленки напоминал шелест листвы на ветру и тихое рычание зверя. Я вышел из ступора, ткнул... Блядь, глаз задергал, сука, опять левый. Я вышел из ступора, ткнул пальцем в кнопку. Магнитофон выплюнул кассету, на миг почудилось, что она испачкана слюнями. Но это лишь свет люстры заставлял черный пластик переливаться. Питер Пен. И тут я заметил обложку. Ты еще сестре, дурак, дай посмотреть. Ё-моё, я же на Питера Пена записал. Поторопился. Мало того, что испортил Олин мультфильм, так еще и такой жутью. Нельзя, чтобы сестра это увидела. Слез будет океан. Я украдкой посмотрел на дверь. В коридоре задребезжали стаканы, скрипнули половицы. Пришла Оля. Ты не смотришь без меня? В руках у сестры был поднос с неровно нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Нет. Я пока кассету ищу. А ты точно хочешь Питера Пена смотреть? Хочу! У матери таблеток не хватит. Включай скорее, а то мама скоро сядет свой бразильский сериал смотреть. О, этот Санта-Барбару? Ну же, думай, горе сыщик. Честно, мне как-то Питер Пен совсем не понравился. Может, лучше «Русалочку»? «Русалочку» я уже насмотрелась. А ты обещал. Да чего же она упрямая? Придумал. Давай сначала пару серий «Черепашек-ниндзя». Согласна? Оля насупила брови, но, похоже, сдалась. Она оставила поднос и демонстративно скрестила руки на груди. Если так сильно просишь. Откроешь сгущенку? Порезаться боюсь. Края острые. Банка уже открыта.
Стоило подняться, как перед глазами запрыгали разноцветные точки, а онемевшие ноги закололо иголочками. И только добравшись до дивана, я сообразил, что банка была уже открыта. Оля схитрила, обвела меня вокруг пальца. Я намеревался рвануть к телевизору, но сестра опередила. Схватив пульт, она победоносно рассмеялась. Повелся, повелся! Владычица пульта приказывает смотреть Питера Пэна! Недолго музыка играла. Дальше сами знаете. Не успел я и рта открыть, как Видик послушно съел кассету. Сейчас она включит, а там черные кресты на безымянных могилах и опустошенные склепы, кровавые ошметки на снегу и безумная невеста лесной твари. Лучше сказать правду. Оля, стой! Я тебе конец кассеты нечаянно стер. Отдай ее мне и возьми любые две мои. Ты чего? Не мог ты стереть? Мы с папой всем кассетам зубики пластмассовые выломали. Отверткой. Теперь ни на один мой мультфильм ничего записать нельзя. Сестра ловко нажала треугольную кнопку play на пульте. Я внутренне сжался, ожидая услышать потусторонний голос диктора. Нет, это нечестно. Он крутится как кила, он летучий. Ублюдок, мать твою! Ты думаешь, ты меня тарахнешь? Я сам тебя отарахну! Осуждаю. Я облегченно выдохнул. Голова опустилась на ладони, тяжелая, словно чугунный шар. Оля довольно улыбнулась. Отправила кассету мотаться на начало, а сама принялась обильно поливать хлеб сгущенкой. Когда начался мультфильм, она забыла про все на свете. Словно и правда переместилась в сказочную небыдляндию, о которой всегда мечтала. Что греха таить, я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Но сейчас страна Питера Пэна была особенно далека от меня. Мысли тянулись, натыкаясь на рогатую тень, подстерегающую среди деревьев, а замогильный голос диктора преследовал, низко скользя над кустами и оврагами. Так крылатый хищник преследует жертву. Я будто задремал с открытыми глазами. В реальность вернул резкий оклик сестры. Тоша, скорее, штору задерни! Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Там мужик с усами. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сова. Да какая нахер сова? Я боюсь. А-ба-ба. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Старался при этом не смотреть наружу, на пике сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябающие снег тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Тоша, мама думает, что я напридумывала про сову. Смотри мультика. И папа считает, что раз я маленькая, это значит врушка. А сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Ты же мне веришь? Что она там и каждую ночь прилетает и... Я
порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза, словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Но если эти качества во мне самом... Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. А то в дурку заберут. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Но она хочет, чтобы я смотрела. Чего? В смысле? Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как Притворись, родители говорит, говорят. мертвый. Ей ждать Или надоест, шлангом. она улетит. О боже. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто не было ничего. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочку. Хорошо, Крюк. Капитан Крюк улепетывал от крокодила, капитан Пен направлялся в Лондон за золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Оля навеки слиплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Хор пел финальную песенку, в диснеевском мире сияла серебристая луна. Из-под этой нарисованной луны внезапно выглянула другая. Вот он, Глэк. Страшная и мертвенная, висящая над таежным бором. Жуткий репортаж записался аккурат на титры мультфильма. Во рту у меня пересохло, пульс участился. Я быстро посмотрел на Олю. Оля посмотрела на меня, она причмокнула губами во сне. Я стиснул пульт, готовый в любой момент нажать кнопку «Стоп». Промотал запись, оценил сохранность репортажа, а затем бережно вытащил кассету. Защитный зубец оказался на месте. Я встал осторожно и покинул детскую. Не знаю, провидение это или проклятие, но кассету я успел спрятать рядом с варежкой как раз перед тем, как заглянула в комнату мама. Слушайте, ну отличное место, чтобы спрятать кассету. Довольно баловства. В смысле? Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Тянув одеяло под горло, я слушал, как бормочет Дон. Как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Начинается. Внутренний голос задавался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет? Возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал за преградой стен. Что-то бесплотное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали, и ветер выл и выр в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не знал, как провалился в сон. Все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Эпизод 2. Время поиграть. А время поиграть. Па-па-пар-пар-пау. Хорошо. Ну и на этом прекрасном моменте мы с вами серию закончим. Безумно интересная, крутая серия. Страху еще больше. Следующая у нас школа. И все-таки, знаете, потихоньку начинается эта игра. Ну, есть некоторые выводы. То есть, я думаю, сейчас их делать рано, но в конце игры, я думаю, я скажу, что и как. Так что спасибо за просмотр, ставь лайк, не забывай посмотреть первую серию, поделиться в социальных сетях. Не забывай также заходить на наши стримы на канале ВАС, ссылки все есть подробные внизу в описании. Всем удачи, всем добра, с вами как всегда был я, Леха, Hard Games.